Всем привет-привет, дорогие друзья мои подписчики и гости моего канала. Пришло время разобрать способность гоблина-ученого, которая позволяет держать ситуацию под своим контролем в ежовых рукавицах. И что немаловажно, как же защищаться на старте от раннего раша с собачками. Ученый в этой игре многофункциональный юнит. С ним можно проворачивать такие фокусы, от которых ваш противник точно не зарадуется. Решил сбросить дроп на рабочих? Да пожалуйста, даже два ученых не дадут и близко подойти к рабочим. Обломчик, который надолго отобьет желание ломать экономику со спины. Можно зажимать врага на подъемах и выносить на земку по одному. Даже демоны, способные преодолеть барьер, будут прыгать в гущу событий на убой. Правда, это не всегда так работает. Демон, он и в Африке демон, его нужно контрить по-другому. Враг захотел внезапно напасть и заставить вас врасплох? Просто не пускайте его на базу, и он будет вынужден бежать от осознания собственного бессилия. А если нужно наоборот, можно закрыть пути отхода и не дать убежать, дополнительно накинув магии, чтобы наверняка унизить войско врага. И это далеко не все, что с ним можно учудить, а в кооп режиме так вообще считаю ученого необходимым юнитом, чтобы все вышепоказанное приобрело усиленный эффект от его способности. Но чтобы понять этого юнита, нужна практика и много каток. Со временем к нему можно привыкнуть, и чем чаще будете играть, тем лучше контроль у вас будет получаться, и больше разных приемчиков сможете заучить. Хочу сказать спасибо этому парню за оформление моего канала. 1,5 года на ютубе, и вместо шапки у меня всегда был черный квадрат, и руки все не доходили сделать покрасивее. Ссылку на парня оставлю в описании, если кто-то хочет также обновиться, можете смело написать ему. Ну а теперь к делу. Для защиты базы нам нужна одна лишь только ледяная вышка и правильные тайминги, чтобы успеть поставить до прихода собачек или гнолов. Тактику вы можете использовать любую. Из юнитов в идеале, конечно, шагоходы, но мы сегодня рассмотрим вариант без них. Тем более, что у нас есть гоблин, который просто создан для обороны базы. Под гоблина использовал разные варианты, много какие юниты хорошо с ним сочетаются, но если у вас не получается придумать свой уникальный набор юнитов, попробуйте для начала скопировать мою колоду, а уже потом заменять некоторых юнитов под себя и свой стиль игры. Что касается заклинаний, я беру 2 атакующих по массе, чтобы зажимать врага по полной, но это уже вкусовщина, все заклинания по-своему хороши. Итак, чтобы по 100 раз не перезаписывать и пытаться наткнуться на собаковода, я попросил Лысого помочь мне с этим гайдом. У него собачки 9 уровня и большой опыт раннего раша. А еще мне нравится продолжение его атаки, если раш не удался. Так что этот бой будет показательным и интересным. Мы готовы. Локацию для нашего поединка я выбрал не случайно. Это короткая локация, достаточная для того, чтобы он успел сделать собачек и напасть на меня как можно быстрее. Погнали! Вот, в этой локации мы находимся в 2 местах, ему даже меня искать не надо будет, что дает ему дополнительное время для того, чтобы нанести первую атаку. Для начала нам нужно, в самом начале, в самое первое, сразу покупаем газ, только потом покупаем 3 рабочих. После этого мы уже покупаем пушки и считайте, что защита у нас готова. Поехали. Ой-ой-ой, блин, опять заболтался, ёпарас, это как так бывает, да ладно. Да, я профукал 4 или 3 секунды, и это может стать критично, но я надеюсь, что успею, а может и не успею, потому что Лысый очень быстро с собачками может прибежать, это, конечно, сыкотно. Ладно, поехали, так, покупаю 3 рабочих и сразу покупаю газ, все, еще одного рабочего, смотрим, так, 8 газа, потом 16 газа, потом 24 газа, да, и сразу покупаю пушку. Уже примерно в этот момент, примерно в это время уже должен прибежать раш. И немножечко пушку вперед выдвигаем, чтобы он не смог сделать застройку, да, на всякий случай. Потому что я точно не знаю, как он будет играть, но я предполагаю, что он будет рашить меня собачками. Да, есть собачки, пушки еще не успевают, но игнорируем, полностью игнорируем. Есть, готово. Ничего страшного, докупаемся. Ничего страшного, да, одного рабочего мы потеряли, потому что локация короткая, мы чуть-чуть не успеваем, но в любом случае 2 пушки нас спасают, да, то есть он уже сейчас даст нам немножечко времени передохнуть. Так, о, застроечка пошла, ну я так и думал, надо будет защищаться от застроечки как-нибудь. Опасно, ой, как опасно. Очень опасно, да. Что нам взять? Ага, берем, значит, мы воздушку против застроечки, да, потому что у него там наземная пушка, которая по воздуху не бьет. И, скорее всего, там будет у него какая-нибудь пушка, которая бьет по воздуху, поэтому мы возьмем еще
Сюда гоблина. Так, есть. Есть. Сразу направляем сюда. Делаем. Да, есть. У него пока воздушных пушек нету никаких. Отлично. Защищаем базу. Защищаем. Отлично. Сразу и раш, и застройка одновременно. Так, ты мочи вот эту штуку. Мочи вот эту штуку. Да, блин. Я еще не привык к этому управлению из-за того, что... Сразу магия. Две магии спасает. Две магии спасает. Две магии спасает. Да, отлично, отлично. Ничего страшного, ничего страшного. У него на базе зато тоже развития никакого нет. Никакого у него развития тоже нет. Фух. Опасно, опасно. Очень опасная катка была. Ну, если бы не застройка, было бы чуть-чуть полегче. Но ничего страшного. Играем дальше. Играем. Неплохо он меня заатаковал, да. Хотел зарашить, но тут я взял шары, так что... В принципе, если бы у меня были бы шагоходы, шагоходами тоже можно было бы сконтрить застроечку, но ничего. Шары тоже очень хорошо. Можно, в принципе, прямо сейчас полететь к нему на базу, потому что я более чем уверен, что там защиты никакой нет. Полечу пока на базу и потихоньку буду развиваться. Угу. Хочу потихонечку начать строить вторую базу. Есть у меня немного стрелков. Возьму немного здесь. И уже можно делать наших гоблинных ученых. Просто смотрите, как получается. Если у нас ранний раш, да, гоблины, они не особо могут помочь, потому что у нас и застройка была. Опа, 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 что происходит? Что происходит? Снайперы, да, у него есть снайперы, отлично. Так, проходим дальше. Еще не привык к этому управлению. Специально поменял управление на Специально поменял управление на настройках, чтобы в одно касание юниты шли в атаку. Потому что когда я применяю навыки свои, у меня они постоянно туда-сюда прыгают, и получается мисклик, то есть когда я хочу применить какой-нибудь навык. Так, ну получается я его уже зарашил. Давайте я пока не буду его добивать, посмотрим, что могут сделать наши гоблинные ученые. Там снайперы у нас. У нас снайперы, сделаем немножечко пехотинцев. Так, нужно будет рабочих подготовить. Так, сделаем вот так и немножечко закупим рабочих заранее. Ах, мои шарики сдохли. Мои шарики сдохли, но их там было всего лишь 6 штук. Главное, что мы от раша отбились. Это самое главное, это тот самый месседж, который я хотел сегодня в этом видео показать, да, как защищаться от раша. Раш был мощным, была застройка, были собачки, но мы смогли пробиться и продержаться. Так, отлично, здесь покупаем. Все, у нас вторая база почти готова, еще один барак покупаем дальше. Какие юниты? Так, у нас сколько? 3 гоблина, 4, я думаю, нам будет достаточно, тем более, что у него там дальняя атака, поэтому нужно сделать немножечко пехоты. Шарики против снайперов не очень, поэтому шарики не будем делать. Сделаем пехоту. О, бежит, бежит. Ага, давай, давай. Сейчас мы его назад, назад. Видите, не даю убежать. Хотел убежать, но мы ему не дали. Вот так это делается, вот так это делается. Очень мне нравится играть с гоблинами, да, если к ним привыкнуть, получается очень неплохо. Хотел просто прийти, со спины пострелять, а тут бац, а убежать-то некуда. Была бы у него армия побольше, можно было бы и магию применить, и тогда бы точно было бы бобо, как говорится. Так, еще немного пехоты, можно даже еще одного гоблина сделать, да, и теперь можно перейти на пиромантов по полной и делать пиромантов. Так, я более чем уверен, что он именно вот здесь сейчас будет ставить своих снайперов и совой вырезать мне рабочих. Поэтому я буду немного защищаться и пойду уже сюда. Призыв тоже сюда поставлю. И, наверное, я поставлю одну пушку. Вот так вот. Все, призыв сюда. Войско сюда. Неплохо. Нормально разыгрались. Отлично, все классно получается. Потихонечку, потихонечку. Так. Так. Делаем еще немного пехоты и орков. В принципе, у меня войско уже почти готово. Можно пойти уже строить третью базу, но пока что, я думаю, рановато. Рановато еще. То, что защитить я ее никак не смогу. Опа-на. Опа-на. А мы пойдем ему в контратаку. Или не пойдем? Да, мы здесь справляемся, так что все нормально. Пойдем в контратаку. Пока он сюсюкается с нашими рабочими, мы будем сюсюкаться, значит, с его войском. Ой, с его базой.
Поближе, поближе. Еще ближе. Все. Собачек назад. Собачек назад. Не пропускаем собачек. Ну или, по крайней мере, даем им больше времени. Давайте массовый урон пиромантов. И не пропускаем собачек к нашим лучникам. Опа, опа, опа. Куда ты, куда ты? Не, отдыхай. Видите, ему теперь нету смысла атаковать мою базу. Ему нужно защищать свою, да? Поэтому он свои войска отвел. Это тоже такой приемчик. Это когда вас атакуют, да, вы уже на полпути. Не надо возвращаться. Продолжайте свое дело, потому что база-то полностью без защиты. Полностью база без защиты. Мы ее спокойненько будем добивать. Все. Сколько мы потеряли? 2 рабочих. Да легко восстановить. 3 рабочих. 4 рабочих здесь. Да тоже можно восстановить. Это недорого. Это очень дешево. Так. Давайте еще добавим нашей армии. И потихонечку будем добивать. Потихонечку, потихонечку. Так. Где-то у него вторая база есть. Давайте здесь проверим. Так, здесь у него базы нет. Скорее всего, но я не знаю, надо куда-нибудь сюда посмотреть. Давайте сделаем... Ой, куда ты побежал? Не-не-не-не. Вам сюда. Сделаем пока что сову. Так, посмотрим здесь. Где ты спрятался? А, попался. Ближе, 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 ближе. Еще. Ку-ку. Попался. Попался. Вот так вот можно очень легко и просто защитить свою базу. Люди, которые делают раш на старте, у них, как правило, защиты на базе никакой нет, поэтому можно очень легко пробурить. Главное собрать немного побольше юнитов, так как он рашил на старте, он потратил большое количество своих ресурсов. Соответственно, для защиты у него ничего не осталось, да, практически. Поэтому можно спокойненько идти смело бурить базу человека, который у вас хотел на старте зарашить. Спасибо Лысому за эту каточку, за показательный бой. Хоть и собачки намного выше уровнем, но, как видите, не особо это и помогло. Красивый бой получился. Давайте теперь посмотрим, как же с такой тактикой, с таким набором, с учеными, да и вообще в целом защиты базы играется на моем ранге, да? Наконец-то началась каточка, поехали. Ну теперь-то я не знаю, будет ли раш на старте или нет, но в любом случае развиваться будут точно таким же способом. Сначала газ, потом 3 рабочих, потом уже вышки. Локация интересная, очень подходящая для гоблина ученого. Здесь очень много возвышенностей, в которых можно зажимать противника в узкие ущелья и пробивать, набивать ему по попочке. Рэг 1. Опять. Хе-хей. Ай-хай-хай, привет. Так. Не знаю, что он хотел этим сказать. Так, покупаем здесь. Я поторопился сделать, но ладно, ничего страшного, я думаю, успею. В любом случае, в этой локации еще не факт, что если он будет рашить, то он меня сразу найдет, так что у меня есть чуть-чуть побольше времени, чем в прошлой каточке. Здоров снова. Привет, привет. Так, делаю сразу башню. И сколько мне там осталось? Одного рабочего и еще одна башня. Так, с этим разобрались, теперь сразу покупаем бараки. И будем в первую очередь, что нужно сделать? В принципе, здесь есть 2 варианта. Мы можем сделать шарики и шариками сделать раш, как я это показывал в самом своем первом ролике, да, когда я объяснял про артиллеристов, как с ними играть. Вот, но пока что я так не хочу, я хочу немного собрать армии, да, и сделать такую стенка на стенку. Пока что мне артиллеристы не нужны, поэтому возьму пару гоблинов и сразу сделаю сову и 2 рабочих. Сначала надо найти, где он находится и чем он играет. Это очень важно, особенно когда вы играете 1 на 1. Когда вы играете 3 на 3, 2 на 2, это не особо важно. Почему? Потому что, ну, там всякое может быть, да, это особо не поможет, если вы будете играть. А вот, о, сова прилетела, сова прилетела. Да, свидули. Опа, что он сделал? Ха-ха. Искушение у парня есть, но я чувствую, что ему искушение не очень поможет. Ага, он сразу начинает, да, меня наказывать. Ай-яй-яй, какой же негодяй. Так, ну здесь надо будет сделать немного артиллеристов. Ладно, пойду искать пока его базу. Ничего страшного. Тоже как бы раш на старте, да, немного своеобразный, не собачками, но тем не менее он выносит мне войско на старте, и я теряю. Это потери. Сделаю еще пару орков.
Так, базу я не нашел, значит он где-то внизу. Посмотрим пока внизу. Сделаем еще и потихонечку сюда перейдем. Будем строить вторую базу. Так, сова. Здесь сова где-то гуляет. Смотрит мне прямо в душу. Надо как-то от нее избавляться, потому что не хочу я, чтобы он вот так постоянно меня накидывал. Так, смотрим. Опа, 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 опа. Базу я нашел. База у него особо без защиты. В принципе, сюда можно было бы сделать дроп. Но сегодня я играю без дропа, так что ему повезло. Хотя, в принципе, даже вот в этой ситуации я знаю, что у него есть искушение, поэтому дроп это такое чреватое событие, когда можно просто профукать свое войско и пожалеть об этом. Так. Сразу рабочих будем делать заранее, потому что ресурс есть, все есть, так что никаких проблем нету. Убиваю сову, делаю немного войска. Торопиться пока никуда не надо, я не думаю, что он там прям супер быстро прибежит ко мне большой армией, поэтому можно потихонечку, никуда не спеша все делать. Пиромант, пиромант. А чем он играет? Я так и не узнал, чем он играет. А, он хочет искушением сейчас забрать, да, что-то? Но у меня юниты слабенькие, так что, в принципе, не так уж и страшно. Убейте сову. Есть. Он играет с искушением, да, очень активно играет с искушением. Ему, видимо, нравится такой гейминг. В принципе, я также играл раньше, когда у меня было искушение, но со временем такой стиль надоедает, потому что он не очень работает. Ресурсов тратится на это много, а выхлопа очень мало. Потихонечку, потихонечку, никуда не спешим, покупаем войско. Надо посмотреть все-таки, что он там использует, какое войско он там использует. Потому что, если там самолетики, например, да, то я не смогу использовать шарики. Если там какие-нибудь гаргули, то мне надо сделать побольше пиромантов, чтобы хоть как-то защищаться, да. Но в любом случае прогнозировать нужно. Так. Сделаю призыв сюда войска и, наверное, еще одну сову куплю на всякий случай. Так, у него что? А, берсерки. Так, вижу. Берсерки. Что еще есть? Да, в принципе, мне такое устраивает. Берсерков мы просто не подпустим к своему войску и запинаем. Сделаем побольше шариков. Шарики очень хорошо справляются с берсерками. И возьмем немного пехоты. Так, еще парочку гоблинов, парочку орков, немного пиромантов. И я думаю, можно будет уже нападать, нападунить. И сразу надо думать, куда же бежать рабочим, чтобы строить третью базу. Так, сову беру в отряд обязательно. Мало ли, вдруг там еще и скелеты есть, я этого точно не знаю. Поэтому беру сову в отряд и немножечко... Все, мое войско готово. Поехали. Куда ты? Куда ты? Сразу отправляй рабочего, сразу идем в бой. Ну как в бой? Пока что встанем где-нибудь здесь и будем ждать выхода его войска и зажимать его в проходе. Хоп, 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 хоп. Все, ждем. И сразу магией по полной не выпускаем. Не выпускаем. Ха-ха. А ты как хотел, дружище? Ты думал, мы здесь с тобой сюсюкаться будем? Не-не-не, куда ты? Не-не-не-не-не. Видите, я его не пропускаю. Он тупо не может наземными мне ничего сделать, потому что я его тупо не пропускаю. Ой-ой-ой, закинул к себе. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Очень мало пехоты я сделал, но я надеюсь, мне должно хватить войска. Здесь главное знать баланс. Главное знать баланс. Стрелки, они, конечно, хороши, но очень быстро падают. Отлично, справляемся. Магия уже почти перезарядилась. Неплохо получилось. Зажал, не пропустил. Еще и сверху магии накидал. Поэтому потери у меня были очень маленькие потери. И у меня получается сделать неплохо. Неплохо пробурить его базу. Все. Не забываем делать войско, надо перезарядить войско, потому что обычно я в таких катках, когда увлекаюсь, могу не заметить, как мое первое войско могут вынести и забыть сделать новое войско, чтобы защититься от контратаки. Это тоже очень важно. Так,
Потихонечку, потихонечку покупаем здесь, не страшно. Но я думаю, это уже ГГ, конец, ему уже нечем мне отплатить. Гоблинов я потерял, он всех гоблинов перебил, но это уже не имеет значения. Я могу расслабиться, ничего здесь контролить пока не буду, потому что и так все понятно. Он пытается как-то защитить свою базу, но я думаю, это ему не очень поможет, потому что у меня магия хорошо перезаряжается, а бежать-то ему некуда. Бежать ему некуда. Вот, так что тактика рабочая, пользуйтесь. Помогает не только против раша, но еще и в таких обычных каточках. Тем более гоблин ученый, он такой интересный персонаж, который может вам помочь. Надеюсь, основной месседж этого видео я до вас донес. Всем хорошего дня, хорошего настроения, еще увидимся.